Всем привет, друзья! Меня зовут Наталья, и вы на моем канале. Я рассказываю на этом канале о парфюмерии, как любитель, не как коллекционер или специалист, просто как пользователь и любитель. А также рассказываю о прикольных сериалах, которые я посмотрела, и рекомендую их вам. Сегодня я хочу записать видео о предновогодней суете, предновогоднем настроении, о том, какие ароматы есть в моей небольшой коллекции на такой случай. Это моя елочка, которую я нарядила к Новому году. Мне она очень нравится. В этом году я решила нарядить ее в таких вот светлых тонах. Я постаралась сделать ее не такой разноцветной, как обычно. Решила выбрать какие-то для нее такие вот красно-белые оттенки. Да, в общем-то, мне понравился результат, как у меня получилось нарядить елку в этом году. Я как-то никогда не заморачивалась с оттенками игрушек, с каким-то подбором. Вообще, я обычно покупаю каждый год несколько каких-то новых украшений на елку, какую-то или новую мишуру, или несколько игрушечек новых каких-то прикольных. Вот. Даже если я не собираюсь отмечать Новый год как-то очень шумно, ярко, а собираюсь встретить просто дома, то для создания настроения мне просто достаточно нарядить елку какими-то новыми украшениями, и таким образом я создаю себе настроение. Потому что всегда хочется, конечно, пойти куда-то, где царит предновогодняя суета, где все покупают подарки своим близким и покупают вот эти все украшения на елку. И мне, конечно, тоже хочется как-то обновить свою коллекцию недорогих украшений. Я не покупаю дорогие, я покупаю бюджетные украшения. Как бы я считаю, что тоже можно найти среди них какие-то неплохие варианты. Все-таки это то, чем мы пользуемся раз в году, и поэтому какие-то тратить большие деньги я не вижу смысла на это. Вот, поэтому на данный момент так. В общем, вот я порылась в своем парфюмерном шкафу и нашла вот такую подборочку. Я как ее составляла? Я думала о том, какое настроение мне создают ароматы и какие именно ароматы могут создать мне такое вот праздничное настроение, поднять настроение именно, знаете, как после всей вот этой осенней такой депрессивной обстановки, вот этой серости. Вот, кстати, сегодня у нас на улице солнце, и вот последние пару дней тоже было солнечные были дни, и как-то, с одной стороны, это не новогодняя, да, погода, такая, нет снега, но в то же время это помогло мне немножко выйти из вот этой меланхоличной обстановки осенней, и все-таки вот недостаток света, я думаю, влияет на наше состояние в этот период времени. Вот, а когда вышло солнышко, как-то уже по-другому смотришь на мир, на жизнь. В общем, вот такая подборочка у меня получилась. Еще тут несколько пробничков у меня, я тоже о них скажу. Итак, с чего мы начнем? Ну, начнем, наверное, с самого, конечно, самого дорогого, наверное, аромата в этой подборке. Это Coco Mademoiselle от марки Chanel. Это, конечно, очень такой яркий аромат, который пахнет и цитрусами, мандаринами в верхних нотах. И он, конечно, способен создать такое новогоднее настроение. Он очень такой и шлейфовый, и стойкий. Я думаю, что кто отмечает где-то в компании Новый год, тому хватит на целую ночь, там буквально нескольких нажатий пульверизатора хватит на всю ночь, чтобы создать настроение, чтобы прекрасно пахнуть. В общем, мне кажется, это такой аромат, да, больше для вечеринки, для похода в гости. Ну, конечно, и дома можно нанести, создавать себе такое вот активное настроение, но очень подойдет для вечеринки, мне кажется. Вот кто проводит этот праздник именно в гостях, где-то среди шумной компании. Это аромат очень яркий, такой жизнерадостный. И мне кажется, он подчеркнет где-то и ваш статус, что вы такая вот элегантная девушка, и при этом со вкусом. И, конечно же, тут все-таки недешевые компоненты, я думаю, используются, поэтому аромат очень так звучит недешево, скажем так. Ну, как мне кажется, да, вот по сравнению с теми бюджетными ароматами, все-таки он, мне кажется, выделяется и отличается от них.
Поэтому для похода в гости вот идеальный вариант. Это Coco Mademoiselle от Chanel. Следующий аромат — это Ангел Innocent. Ну, вернее, он уже называется просто Innocent от Mugler. Это аромат, который тоже вот содержит такую в верхних нотах какую-то свежесть. Это свежесть, по-моему, смородинового листа. В общем-то, он тоже такой, он сладко-прохладный или прохладно-сладкий, если можно так выразиться. Как это вам объяснить? Я уже его включала в некоторые подборки не так давно. Это аромат, конечно, который имеет в себе ДНК классического ангела. И вот среди пробников тут тоже у меня есть классический ангел. И вот эти ароматы, они тоже, как по моему мнению, именно мне, они способны создать тоже жизнерадостное настроение, праздничное настроение. Вот именно ангел и, возможно, ну, все его фланкеры, которые содержат в себе его вот эту основную, да, комбинацию нот. Мне кажется, вот все они способны создавать такое настроение какое-то. Они и согревают, они как-то и как-то бодрят. И вот этот Innocent, он имеет такой красивый шлейф. Он не слишком стойкий, как мне кажется. Может быть, на мне так происходит. Но его, наверное, если на всю ночь, да, рассчитывать, то его нужно будет, наверное, обновить один раз хотя бы. Наверное, через часа 2-3 лучше его обновить. Но он достаточно шлейфовый. Он на расстоянии, слышен от вас на расстоянии. Если вы его нанесете, он хорошо шлейфит. Но в течение 2-3 часов лучше его обновить. Тоже очень такие эти ангелы жизнерадостные ароматы для меня и способны подарить новогоднее настроение. Так как это и сладость, и какая-то нота, возможно, знаете, как похожая на какую-то ментоловую ноту, вот так можно выразиться, какую-то такую свежинку, которая содержится и в классическом ангеле, но он все-таки более сладкий и тяжелый, а вот этот Innocent, он более легкий. Вот кто не выносит классический ангел, тому можно посоветовать попробовать Innocent, потому что он более легкий, более такой облегченный вариант, но содержит также в себе вот это ДНК ангела. Ну, это, конечно, аромат на любителя, его нужно тестировать. Это не такой универсальный, который понравится всем, потому что и у меня с ним не сразу сложились хорошие отношения, он вначале меня поддушивал. Следующий аромат — это Трезор от Lancôme. Этот аромат тоже... Он для меня и аромат, который использую в конце лета, осенью, в сентябре, но также именно по созданию настроения он прямо для меня это must-have. Когда нужно создать хорошее настроение, поднять себе настроение, этот аромат очень меня выручает. Также вот и все его фланкеры, я думаю, тоже будут не хуже в этом плане. Вот у меня этот был пробник от Левант, как он называется, La Nuit Trésor à la Folie. То есть он тоже, вот этот à la Folie, он тоже такой очень-очень такой плотный, сладкий, более сладкий, чем классический Трезор. Тут прям такой гурманский аромат, мне кажется, с какими-то нотами малинового варенья. А классический Трезор — это персики, абрикосы, роза, цветы, пачули, наверное. Ну, в общем, такой вот он очень-очень такой поднимающий настроение, хотя... Да, он и такой фруктовый, такая фруктовая в нем сладость содержится. Вот. И сразу скажу об аромате, который я недавно купила и который для меня очень похож на классический Трезор. Это вот этот вот аромат от марки, это копия на аромат White Chocolate от Richard Maison de Parfum. В общем, он оказался очень похожим при параллельном затесте на классический Трезор от Lancôme. Вот тоже вот эти вот абрикосовые, персиковые ноты мне здесь слышатся. Я не знаю, про оригинал этого я не вижу в комментариях на Фрагрантике. Никто не пишет про персики и абрикосы. Возможно, это именно особенность этой копии. То, что я в ней слышу абрикосы и персики.
И в сочетании с такой вот какой-то, возможно, с белым шоколадом, какими-то сливочными нотами, молочными нотами. Как я уже говорила в обзоре, ноты какой-то рисовой каши или молочной каши с абрикосами. В общем, но он тоже такой вот жизнерадостный, он тоже способен создать настроение. Он, конечно, более звучит попроще, чем там люксовые ароматы, да, вот чем Трезор. Он не имеет такого раскрытия. Я не могу сказать, что это прям какой-то, не знаю, супер какая-то замена Трезору или что-то в этом роде. Нет, все-таки цена как бы она тут решает. И все-таки это аромат попроще, его лучше на одежду наносить для того, чтобы он дольше держался, потому что на коже он держится там буквально час-два, это максимум, и он как бы такого шлейфа особо не имеет, он больше такой аромат для себя. Но это не точно, но мне кажется так, он больше такой близко к телу сидит. Но на одежду, если нанести, вы будете от себя ощущать, и он будет создавать такое вот тоже веселое, радостное настроение. В общем, такой вот, как вот я была удивлена, конечно, когда обнаружила, что они очень похожи с Трезором, вот этими фруктовыми, абрикосово-персиковыми нотами. Да, и в общем, я, в принципе, могу эту копию, этот аналог советовать для новогодней ночи. Если у вас есть в городе магазины с такими вот копиями, то протестируйте, возможно, вам он понравится. Из всей линейки этих ароматов, ну, я, конечно, может быть, не всю линейку перенюхала, но достаточно много. И он мне понравился вот пока что больше всех. Возможно, я, конечно, попробовала не все. Следующий аромат это от марки Mini Crystal. Называется Пачули. Это клон на аромат от Каролины Эрреры. Nightfall Пачули. И флакон выполнен в таком стиле. Это аромат, который для меня пахнет вишневым каким-то десертом и, соответственно, пачулями. Такие немного подвальные пачули тут присутствуют, немного такие ноты, ну вот этой, как сказать, да, как такой плесени, если можно так выразиться, да, вот я в нем обнаружила как-то не так давно, что вот он мне чем-то выдает, да, такой немножко пенициллин, да, заплесневелый подвал, но это приятно, могу сказать, что это очень приятно, это в сочетании с вот этими вишневым десертом, в сочетании с каким-то вишневым ликером, это очень приятно, потому что, как мне видится его структура, да, где-то наверху вот эта вишня, ликер, десерт, а потом вот где-то уже, да, вот подложка идет из вот этого, из этих таких землистых пачулей. Это очень приятно, очень так как-то бархатно звучит. Вот он такой вот создает ощущение такой бархатности, какой-то шершавости, возможно. В нем нет каких-то взрывных цитрусов, такого вот нет в нем каких-то таких взрывных нот шампанского, но вот он такой вот как бы согревающий, обволакивающий. И, конечно же, он похож на Attar Collection аромат Halt Up Night. Так, где резкость? Halt Up Night, он более, вот у меня есть от Леванте, и Halt Up Night, конечно, он более яркий, я тоже его рекомендую для новогодних праздников, он такой более яркий, в нем вишня более свежая, более такая вот искристая, более сочная. И, конечно, даже Halt Up Night я больше могу рекомендовать, конечно, потому что это все-таки бюджетная копия, бюджетный аналог ароматов. Поэтому, ну и вряд ли этот у вас получится купить, потому что это так чисто случайно я его купила на рынке, увидела. А вообще, по-моему, даже в интернете я, когда искала, я не нашла, где он продается. В общем, Halt Up Night могу рекомендовать для новогоднего праздника. Это просто супер. Создает настроение, такое яркая сочная вишня, гурманская сладость, прекрасный аромат. Так, про пачули мы поговорили. Теперь также есть у меня такой вот роликовый аромат масляный. Это Далял от марки Аль Рихаб. Этот аромат начинается нотами цитрусов, мандаринов.
И вот это именно, да, его особенность создает новогоднее настроение. Дальше там идет нота ириски. Для меня это ирис, такое вот сочетание с мандаринами, цитрусами. И таким образом он тоже такой вот очень для меня новогодний. Он очень сладкий, гурманский, но вот эти цитрусы, мандарины, они не дают ему скатиться в какую-то приторность. Знаете, очень такой интересный аромат. Когда я его покупала, мне почему-то продавец как-то его не рекомендовала. Ну, она мне, наверное, предложила сразу какие-то самые популярные ходовые ароматы. Почему-то как-то его она вообще не предлагала. А я вот когда все там перенюхала в этом магазинчике с маслами, то вот именно этот мне запал в душу. Как-то вот он мне сразу понравился. Такой вот очень гурманский, с мандаринами, с ириской. Это такой очень бюджетный вариант, где-то 300-400 рублей стоит сейчас. Вот очень бюджетные варианты, которые вы можете найти. Вот я его очень рекомендую для тех, кто ищет что-то совсем такое бюджетное для встречи Нового года, то вот это вот очень классный вариант. Тоже мне всегда поднимает настроение, когда я его надеваю, и он такой вот именно из разряда вкусненьких таких, аппетитных, съедобных ароматов. Ну, так же, как и White Chocolate, в принципе, тоже такой съедобный ароматец. Также еще у меня есть в Отливанте тоже. Это Yves Saint Laurent, это такой уже старенький у меня отливантик. Я его, когда получила, да, когда купила его, вот он тоже мне показался сразу таким очень жизнерадостным, очень праздничным ароматом. Именно я даже его берегла и использовала только вот по каким-то праздникам. Я даже просто так его и не носила, потому что вот он для меня именно такой праздничный, создающий настроение. Я его на какие-то корпоративы там наносила немножко. И он такой достаточно, он тоже очень такой насыщенный, шлейфовый, очень стойкий. Я думаю, что если вы купите флакон даже в небольшом каком-то формате, там 30 мл, то вам надолго его хватит. И вот, не знаю, я бы, если бы купила, я бы его использовала, наверное, по каким-то праздникам или когда мне очень нужно поднять себе настроение. Вот настолько вот он для меня как-то ассоциируется с праздниками, с каким-то корпоративом, с каким-то весельем. Вот. Это версия именно Nuit Blanche, это белая ночь. Вот он содержит сладость в сочетании, мне кажется, с какими-то цветочными нотами, поэтому тоже он не скатывается в приторность. Вот эти цветы позволяют ему быть таким вот чуть более таким свежим, чем является его прародитель, да, классическая версия. Вот мне вообще нравятся такие фланкеры ароматов, да, каких-то гурманских ароматов, в которых есть вот эта или приставка флораль, или в пирамиде просто добавлены цветы. Вот мне это очень нравятся, такие фланкеры, потому что они как бы придают вот этой гурманике такую свежую ноту, придают какую-то искристость, вот эту хрустальность, ну, немножко так, чуть-чуть совсем. Нельзя сказать, что он стал каким-то свежим, нет, но просто это как-то оттеняет, возможно, эту сладость, как-то придать, не дают ему вот так вот прям сильно плотно сидеть на коже, и такую вот дают шлейфовость. Поэтому вот белая ночь, Black Opium Saint Laurent тоже, я не знаю, возможно, его сняли с производства, или я ошибаюсь, не могу точно сказать. Вот как-то, по-моему, вот на сайте Makeup, по-моему, я не видела этой версии. Там просто есть классический Black Opium. Я как-то тоже там гуглила, смотрела, какие есть ароматы сейчас в наличии. Хотела посоветовать тоже своей подруге какие-то ароматы. И вот, в принципе, я посоветовала ей просто обычный Black Opium, тоже как такой именно женственный аромат в ее вкусе. Вот. Но белой ночи там на сайте не было. Что такая получилась подборочка моих праздничных, создающих настроение ароматов. Поделитесь, какие у вас есть такие ароматы, именно которые создают жизнерадостное настроение. Я думаю, это будет многим интересно, и мне интересно, какие еще можно попробовать такие ароматы, потому что я прям очень сейчас в этом нуждаюсь, в поднятии настроения. Вот. И перед праздником тоже это очень актуально. На этом у меня все. Что-то прям голос садится.
На этом у меня все. Буду заканчивать это видео. Всем удачи, счастливого Нового года. Пока-пока.